Столкновение танкера Khinia Ocean с газовозом. Танкер предназначался для перевозки сырой нефти и был построен в 2001 году. Его длина составляет 330, а ширина 60 метров. Он может достигать скорости до 10 узлов. 24 марта 2019 года произошло столкновение этого судна с газовозом под мальтийским флагом у Фуджейры Анкоридж. Инцидент случился примерно в 20 часов вечера. Газовоз Эйзом направлялся к терминалу Рас-Лафан компании Катарджес, когда это произошло. В результате столкновения оба судна получили обширные пробоины в носовой части корпуса. Khinia Ocean получил массивную брешь по левому борту, которая простирается от ватерлинии до главной палубы, в то время как Эйзом получил значительные повреждения носовой части. В момент столкновения грузовые емкости обоих судов были пусты, и о пострадавших не сообщалось. Асим остался на то время стоять на якоре в Анкоридже, а Khinia Ocean перебуксировали в другое место. Компании, отвечающие за два суда, хранят молчание в отношении подробностей столкновения. МСИА Транспорт Молта опубликовал отчет о расследовании столкновения. Ночью 24 марта 2019 года судно Асим приближалось к обозначенному проходному каналу в морскую якорную зону Фуджейры-Вуае, в то время как Khinia Ocean двигалась наружу через тот же проходной канал. Асим установил связь с Khinia Ocean по радиосвязи УКВ, и два судна взаимно договорились о подходящем плане действий. Асим сообщил Khinia Ocean, что потребуется развернуться на правый борт, чтобы дать Khinia Ocean время покинуть якорные стоянки. В то время как Khinia Ocean сообщил Асим, что изменит свой курс влево, чтобы покинуть районы якорной стоянки и направиться к Ормузскому проливу. Вскоре после этого два суда начали свои действия. Между тем, третье судно, которое только что покинуло якорные стоянки, было замечено с близкого расстояния. Из-за этой ситуации Khinia Ocean изменил курс по сравнению с курсом, переданным Асим, тем самым за короткий промежуток времени направившись на курс столкновения. Расследование пришло к выводу, что непосредственной причиной столкновения была связь между двумя судами по УКВ-радио, которая продолжалась даже тогда, когда возникла ситуация вблизи танкеров. Khinia Ocean двигался со скоростью, превышающей разрешенную местными правилами, что сокращало количество времени, отведенное на уклонение. Капитан судна Асим решил развернуться на правый борт, чтобы дать Khinia Ocean время и пространство покинуть районы якорной стоянки и таким образом избежать столкновения. Судя по аудиоданным ВДР, на мостике Khinia Ocean находились капитан, вахтенный помощник и рулевой с момента снятия якоря до момента столкновения. Для расследования безопасности не было никаких доказательств, которые указывали бы на присутствие на его мостике дополнительного наблюдателя или дополнительного вахтенного офицера. На мостике газовоза находились капитан, третий помощник и два матроса, один из которых выполнял функции рулевого. Также на мостике не было дополнительного вахтенного помощника. Местные власти оштрафовали оба корабля на 80 тысяч дирхамов ОАЭ, каждая из-за их скорости до столкновения, которая превышала 5 узлов, как того требует политика порта при плавании вблизи якорной стоянки порта. При осмотре танкера Khinia Ocean был признан неподлежащим к ремонту. Компания Navy Ocean решила сдать танкер Khinia Ocean на слом, а бангладешцы выложили за судно $17 миллионов.